Здравствуйте, друзья! Как ваши дела? This is Natalie Practical Russian. If you're here, it means you're learning Russian language or planning to start. You may have heard that Russian is not easy language to learn. Today I want to tell you 4 points about Russian language and I'll give you a few reasons why Russian is not as difficult as you think. I recommend you to watch this video with subtitles, Russian or English, okay? To continue your journey in Russian, download my book with common Russian phrases. This is my free resource that is easy to get by clicking the link in the description below. It will help you a lot. And now, let's get back to today's topic. Let's go! Русский язык – славянский язык, который занимает 7-е место в мире по количеству людей, кто говорит на этом языке. Многие люди думают, что русский язык очень трудный язык, но это не так. Да, конечно, если ваш родной язык – славянский язык, вам будет легче учить русский язык. Если ваш родной язык – латинский язык, то вам будет немного сложнее. Сегодня я расскажу вам 4 пункта о русском языке, которые вам надо знать. Возможно, вы уже слышали что-то из этого. Номер 1. Русский алфавит. Иностранцы думают, что русский язык трудный язык, потому что русский алфавит отличается от латинского алфавита, к которому они привыкли. Но выучить русский алфавит очень просто. В русском алфавите 33 буквы, 23 согласных буквы и 10 гласных. Гласные буквы идут парами. А, Я, Е, О, Ё, У, Ю и И. Как я уже сказала, многие люди думают, что русский алфавит очень трудный из-за кириллицы. Но это только алфавит. Вы можете научиться читать кириллицу меньше, чем за 3 часа. Номер 2. Русское произношение. Иногда студенты испытывают трудности с произношением, но я думаю, русское произношение довольно чистое, ясное и логичное. Если один раз вы поняли правила произношения, то вам больше не надо беспокоиться об этом. В русском языке звуки делятся на мягкие и твердые, звонкие и глухие. Я не предлагаю вам учить правила произношения. Я предлагаю вам больше слушать и повторять. Через какое-то время вы будете видеть разницу и понимать, где твердые, где мягкие звуки. Номер 3. Ударение в словах. В русском языке есть ударение в словах. Все русские слова имеют ударение, и только одно в слове. Но, к сожалению, мы обычно не отмечаем ударение в словах, когда мы пишем. И это проблема для иностранцев, которые изучают русский язык. Когда студенты видят новое слово, они не знают и не понимают, как правильно произносить это слово, потому что нет ударения. Я также предлагаю вам больше слушать, чтобы расширять словарный запас. Номер 4. Правила грамматики. Правила грамматики в русском языке довольно сложные. В русском языке есть 3 времени глагола: настоящее, прошедшее, будущее. И 2 вида глагола: совершенный и несовершенный. Также в русском языке есть 6 падежей: именительный, винительный, родительный, дательный, творительный и предложный. Есть разные причины, почему иностранцы думают, что русский язык очень трудный язык, но основная причина – это падежи. Если честно, когда русские люди говорят по-русски, они не думают о падежах. Но иностранцам надо думать о падежах, чтобы говорить правильно. Хорошо, что еще вам надо знать о русском языке? В русском языке
нет артиклей. Например, в английском языке есть артикли или the, в русском языке вообще нет артиклей. Если вы хотите сказать отрицательное предложение, в русском языке есть только одно слово для этого. И это частица «не». Например, я люблю читать книги. Я не люблю читать книги. Я организованная. Я не организованная. Я занята. Я не занята. Чтобы быть вежливым на русском, вам надо запомнить только одно слово. И это слово «пожалуйста». Вот так легко. Также в русском языке есть много слов, которые похожи на английские слова. Например, центр, класс, студент, идея, проблема, юмор, проект. Итак, русский язык сложный или легкий? Как я упоминала в начале видео, русский язык отличается от латинских языков. Но это не значит, что выучить русский язык невозможно. Конечно, это возможно. И это не сложно. Если у вас есть правильная мотивация, программа обучения и расписание, вы можете выучить русский язык очень легко и быстро. You may already know some of these facts about the Russian language, but I assume that you learned something new today. I'm creating my videos so that you learn new things and at the same time practice your Russian. If you want to visit Russia one day, you should subscribe to my email and you will get my free book with common Russian phrases. Just one click on the link in the description below. Do you have any questions about Russian? I will be happy to answer in the comments section. See you in my next video. Увидимся. Пока-пока.